Присаживайтесь, дорогие друзья. Прошу вас остаться на 10 минут. У меня для вас есть, я думаю, хорошее объявление. Вы все знаете, что мы очень долго, как церковь, шли к этому этапу. Мы долго искали, мы долго молились. И сегодня я хотел бы торжественно объявить церкви «Живой поток», что мы купили землю. Все начиналось с нужды. Церковь росла каждый год. Миссионерская школа и другие служения развивались, и появилась нужда в большем помещении. Мы начали мечтать и молились, чтобы Бог дал нам здание, которое позволило бы нам не только существовать, но и развиваться в служении. Важно, что с самого начала сам Бог послал правильных людей в правильное время, которые стали частью этого видения. Для меня стройка — это не последние 3-4 года, а на самом деле это, наверное, уже где-то лет 10, когда еще был жив Виталий Иванович. Мы начали поиск земли, здания. Не имея достаточно финансов, я не мог себе представить, как мы можем построить. И просто чудо Божье, вот мы фактически закончили наше здание. I heard this inner voice from God saying that we need to go back to Jacksonville and encourage the church. And I was asking God, if this is you, what would you like me to do? And I came up to Bogdan and said, Bogdan, God's giving you guys this land, and there's going to be a church on this property. Да, мы преодолели много трудностей. Вначале это была духовная борьба, тяжелые решения. Важно было убедиться, что это видение от Бога. Важно было также выбрать правильную команду, которая будет двигать этот проект. Здесь важно не только способные, но мирные люди. Что я почувствовал, когда услышал новость о том, что начинается строительство молитвенного дома? Меня это очень обрадовало, так как это была давняя мечта моей, живя в Америке, построить церковь в Джексонвилле. Первый раз, когда услышал, пастор Богдан объявил, кто желает прийти помочь, я пришел со своими сыновьями, и мы посмотрели, что они действительно нужны в помощи, и поэтому после того я пришел второй день, третий день. С тех пор и так и остался. What inspired me during the whole process of the church building was the generosity, the hard work and the dedication, the sacrifice of our people of Living Stream Church, as well as our friends from different parts of the world coming together and bringing this big dream into reality. The most complicated was finances, as usually is. The vision, the dream that we had, we still were short $10 million. As of today, we gathered most of that $10 million. Одни посвятили себя проекту, жертвуя временем и финансами, а те, кто не мог помочь финансово, ободряли словами. Особенно удивляла жертвенность людей, которые даже не из нашей церкви. Мы строили первый раз, мы делали им своими силами, и мы очень много сэкономили денег. Наши бизнесмены, строители начали вкладывать большие суммы. Кто-то делал стройматериалы, кто-то служил работой. Работали на крыше, мы смотрели на низ так сверху и думаем, когда мы закончим это здание. Чья вот это была идея, чтобы начать домашние группы, это сильный дал буст, и тогда дело пошло. А со временем, конечно, когда уже шла стройка, я находился в строительном комитете, отвечал за волонтеров. И когда появились стены, когда уже была какая-то форма здания, люди начали подтягиваться. Весь строительный процесс – сплошное благословение. Одна из больших помощей нашей церкви являются волонтеры, которые приходили по субботам, приезжали из других штатов. Молодежь, старшие помогали во всем, в чем могли. Этот проект объединял поколения. Участвовали и дети, и пенсионеры. Я видел Божью руку в этом проекте. Все складывалось. Это было бы невозможно без Божьего содействия. I am mind blown of the results achieved today.
From behind the paperwork, every detail of structure and design, the donations and fundraising, and the huge amount of physical labor put into this building is just impressive and on a whole different level. The biggest miracle that I've seen is the response from the church community, how dedicated they were to this project, and also how peaceful everything was and the unity that there was. This whole project is God's miracle, and we have seen His hand in every step of the way. This building will be a blessing to so many of us, our families and missionaries studying here and then going out into the mission fields to serve. Смотря на результат сегодня, просто не верится. Невозможное стало реальностью. Я думаю, это здание, этот образовательный центр будет служить благословением для многих христиан далеко за пределами Джексонвилла.